Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Сидим, обедаем. Сегодня у нас Пасха. Всех поздравляю с этим святым праздником. Мне вот даже куличик испекли, подарили. У нас тут Татьяна. Она очень хорошо делает тортики, готовит вот такие вот куличи. И это такой презент для меня. Вот, был вчера забрала. Очень вкусный, прям очень классный. Люблю я куличи с детства. Пока дети кушают, решила с вами немножко поговорить. Вот, что такое Пасха для меня, да, так как мы татары. Хочу сказать, что у меня, получается, папа крещеный татарин, а мама татарка. Вот, я не крещенная, и с детства мы всегда ходили к бабушке, к дедушке со стороны папы как раз-таки праздновать эту Пасху. Пасха для меня это, конечно же, тоже куличи, яйца. Мы всегда били яйца с детства, и этот праздник всегда отмечали. Вот, так что всех поздравляю, и хочу сказать те слова, которые всегда мы говорили. Это «Христос воскрес». И я помню, или если, например, нам это говорили, мы говорили «Воистину воскресе». Вот, так что, друзья дорогие, Христос воскрес, как говорится. И сейчас мы собираемся на море. Давно уже не были. Давно, кстати, видеоролик не снимала. Постоянно какие-то дела. Дети у нас постоянно то болеют, то что, как всегда. Это у нас вот такие вот житейские, бытовые дела. И у меня даже камеру взять в руки нету времени. Вот, поэтому решила я сегодня вам заснять хоть один ролик быстренько. Потому что огромная. Ну-ка дай. Азаля, покажись, как оделась. Ну попробуй. Красиво. Сейчас У нас сейчас, кстати, очень тепло. Мы все вот так Тогда давай внутрь. легко оделись. Да, она болит. Мы сегодня собираемся без пересадок на автобусе только чисто поехать до Ташика. Потому что с пересадками это получается и дольше, и в финансовом плане затратнее. Ветерок есть, конечно, да, на улице. Чуть-чуть как будто бы даже прохладненький ветерочек, но море, надеюсь, будет чуть потеплее. У нас в этом году, кстати, нет гусят. Очень много прошлогодних маленьких гусят выросло. И они прям такие стаями живут, короче. Вот, с родителями такие они вместе. У них не получилось, родители их не приняли. Вот. Ну и новых гусят, к сожалению, нету. В прошлом году, нет, в этом году, в начале года, как будто бы были там несколько штук, но они сразу исчезли. Алмаз, а можно я поговорю? Чтобы не вместе нам с тобой разговаривать одновременно. Вот, смотрите, как они тут. Им так нравится здесь жить. Они, смотрите, как купаются. Смотрите. Вот так вот. Вот прям классно им. Они прям переворачиваются. Я такое, если честно, впервые вижу, чтобы вот так вот, смотрите, гуси. Смотри, прикольно. Умываются, купаются, и все, главное, одновременно. Да блин. Смотри, смотри, как. Я вот первый раз так, я не помню, чтобы вот, ну, в деревнях у нас были как бы гуси, но не помню, чтобы они вот настолько... Ну, там у нас и не было таких каналов просто, может быть. Я упал. Поэтому... Аккуратнее. Моется как, а? Ага. Прикольно, кстати, мне очень понравилось, что он вот так сделал. Как червячок. Головой. Надо много раз делать. На! Надо много раз делать. Вот, делай, давай, делай. Делай. Можно я? Она сломалась. Надо сильнее нажимать. До конца надо нажимать. Для чего, интересно, эта вода? Я тоже. Отпугивай. Давайте я сделаю. Покажу, как она. О, ну вот. Ладно, не тратьте воду просто так. Солнышко вылезло, прям так тепло стало, хорошо. Сегодня у нас воскресенье, кстати.
Короче, есть такое приложение в Турции, называется Movit. И вот мы по нему посмотрели, оно, конечно, не всегда правильно показывает, иногда автобусы задерживаются. Но примерное время автобусов, вот, например, на выходных, если автобусов нету, оно все равно показывает, что они приедут. Могут не приехать на выходных, то есть тоже как бы есть такое. Ну а обычные дни, сегодня в Турции, в принципе, нет праздников. То есть на праздники они вот так вот немножко неправильно могут показывать. А в обычные дни они обычно всегда показывают нормально. Поэтому, в принципе, по этому приложению можно по Турции вот так вот перебираться. Это собачка маленькая такая. Нет, гладить нельзя, она только поела. Смотрите, какая собачка тут маленькая. Мы сели в автобус, но не в тот, который планировали. В итоге мы сели в Далмушку, которая с пересадкой, потому что тот автобус показывал Movit, что подъедет. А в итоге есть еще одно приложение хорошее. Я его вставлю. Вот там именно конкретнее показывает, чем Movit. Я туда зашла в итоге, потому что автобуса что-то не было. Минут 10 мы сидели. По Movit автобус должен был прийти. Вот. И в итоге то приложение показало, что оно только через 50 минут будет. Поэтому проще, наверное, ориентироваться по этому приложению, чем по Movit. Цены, кстати, вот здесь указаны на Далмушке, сколько стоит проезд. Ну, в общем, мы за двоих детей и двоих взрослых отдали 100 лир. Это по городу. Плюс мы еще потом здесь вот с пересадкой доедем до Ташуджу. То есть получается 2 автобуса на 2 автобусах. Так, посмотрим, сколько выйдет по деньгам. И посмотрим, как выйдет по деньгам, если ехать на автобусе. Потому что мы обратно все-таки планируем на том автобусе ехать. Здесь в Турции, кстати, уже если дети учатся в школе, то есть уже 6 лет, надо оплачивать. Но называется ренджи, говоришь ренджи, типа дешевле будет, короче. Там вот тоже цены все указаны. Идем по городу сейчас, по центру. И здесь, кстати, вот в городе жарче. Всегда, когда даже вечером гуляем, это чувствуется. Мы обычно вечерами с Русланом прогуливаться ходим. И до центра, когда доходишь, всегда температура выше здесь. У нас обычно в Сарджалар там температура немножко попрохладнее. Летом хорошо, а зимой наоборот. У нас здесь вот в центре есть отель Гёксу. Вот он находится. 3 звезды. Вот. Здесь же, сюда же мы приходим снимать деньги. Вот здесь вот банкоматы стоят. В центре тоже есть, там чуть-чуть дальше. Вот, банкоматы. Но не все банки. Такие дела. Ох, на улице такой запах донера, да? Шаурмы, так вкусно пахнет. Мам, а ты не замечаешь? Что? Что не замечаю? Нам папа дал конфетку. Да, мне тоже дал конфетку. Смотрите, какая 5 стоит. Или 4, или копеечка вообще. Это фиат. Да, но похоже очень на 4 или копеечку. А это наш подвесной мост. Вот здесь вообще их несколько. Вот там вот вдалеке каменный мост. Здесь подвесной мост. И вот сейчас мы по нему пройдем, и там стоят газелечки. Ну, эти долмушечки, короче. До Ташика доехать. Посередине речки Гёксу растет дерево. Ничего себе! Да. А вот как раз тот каменный мост. А вон крепость, на которую мы ездили. Я снимала вам на свой канал, можете посмотреть. Азалия, как и мама, снимает что-то. Ты только себя не показывай, надо еще показывать город. Симметрично, да? И там дерево растет, и тут дерево растет. Да. Только что прошли русскоговорящие. Очень много. Здесь у нас в Селевке городе именно русскоговорящих.
Вчера ездили, кстати, в Мерсин, в больницу. Там тоже много очень русскоговорящих. Купили мне кроссовочки наконец-то. Удобные. Короче, адидасовские. Давно уже, если честно, хотела себе адидасовские попробовать. Удобные очень. Ну, а здесь памятник царям Турции. И, конечно же, самый главный — это Ататюрк. Вот. Века правления тут разные. 1500, 1200 года, тысячные. Даже вот, смотрите. Сейчас посмотрим самое-самое. 48-й год, смотрите. А здесь вообще похоже до нашей эры, или что тут МО написано. Вот такие вот автобусы, газелечки. Окно. Ой, точно, я за себя только показываю. Сейчас Еще один блогер. Сейчас покажу. Что мы на пляже? А почему не делают? Ой, это классно. А почему не делают? Дети давно не были у моря, поэтому мы решили приехать сюда. Они сегодня прям просили: на море хотим. В итоге вышло 200 лир до сюда за всех нас. Получается в общей сложности 300 лир, чтобы доехать сюда. Это если вот на Долмушке с пересадками ехать. Вот. Обратно мы еще поедем на автобусе, посмотрим, сколько это получится. А вот это ты не можешь снять? Алмаз. Ну и давайте я вам покажу морешко наконец-то. Мы, кстати, вчера ездили в Мерсин. Я видела, проезжала пляж. Там прям мужчина один купался спокойно. Сейчас вот апрель месяц. Руслан тоже прошлые года так открывал рано сезон. Но сейчас пока не рискует. Болеть не хочется. Здесь вот кораблики стоят. Есть ресторан на воде. Можно рыбку покушать. Море-то какое, смотрите. Голубое-голубое. Очень красивый цвет. Вообще просто насыщенный. Даже не голубой, он такой синий-синий. Вживую. Вообще красота. Хочу поскорее поменять телефон. Но это хочу я сделать в России. Все-таки купить iPhone. Здесь, потому что они очень дорогие. И чтобы уже более такое качественное было видео. Здесь вот у нас в Ташке разводят таких голубей, которые похожи на наши. Здесь в основном в Турции горлицы живут, а вот такие, как у нас в России, голубей вообще редко встретишь. Вот они выращивают их, получается. Единственное, они здесь такие вот, ну, на ножке там вот такое кольцо из перьев, то есть такие вот они, как королевские. Дети играются. А сегодня, кстати, у нас вот эти горлицы на окошке сидели, и с утра прям такое сильное-сильное курлыканье. Вот у них же есть такое турецкое курлыканье свое, турецкое. Ну, как турецкое? Ну, в общем, вот эти горлицы, когда они поют, мне очень нравится. И сегодня прям у окна, окно открыто, у окна села на подоконник. 2 даже села. И давай вот это вот курлыканье на весь дом у нас было. Дети прибежали. Там голуби сели, голуби. Они их голубями называют. Смотрите, что тут из дерева работает. Наверное, продают? Да. Вот этот мужчина, наверное, продает. Наверное. Что это вот, например? Какой-то человечек со столом. Я так понимаю, это какие-то разделочные доски, что ли? Да. Смотри этого с усами. Собачка у него есть. Пришли к пляжу, смотрите, люди купаются. Тут такой ветер. Смотрите. О, я бы сейчас не смогла бы. Вот в курточках люди рядом ходят, а тут люди купаются.
Тут люди в зимних куртках ходят. А зачем они в зимних? Идем, короче, кушать. Проголодались. Здесь, говорят, есть хорошее кафе, называется Шаурмакс. Посмотрим. Это кафе по D400. Вот там Шаурмакс написано. Возле светофора. Мини есть. Да, мы шаурму возьмем. Смотри, здесь этот есть, медовик. Сказать нет? А что здесь только шаурма? Цены, посмотрите, какие. Здесь только шаурма. Люди, это настоящая шаурма. Наконец-то. Я нашла шаурмечную настоящую. Ну, конечно, нормаль донор в Селевке тоже наподобие. Но это прям вот реально шаурма. Вот здесь вот недалеко. Получается, в Ташуджу на D400, недалеко от моря. Хочешь, Пробуйте. одевай, хочешь, не одевай. И недорого, между прочим. Смотрите, попугай. Мы тут идем, уже покушали. Понравилась вам шаурма? Да. Мне тоже очень понравилось. Ну это же, они же не все повторяют, не все. Привет! Надо говорить привет. 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 Нет, ему, наверное, надо говорить салям. 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 Смотри, здесь сколько всего у него. И семечки есть. Как, что это, горох, что ли? Интересно, он как-нибудь среагирует, если вот так Не вот. вкусно, ты чё, вкусно. Пойдемте. Мы еще сейчас планируем взять семитики и попозже еще где-нибудь чаек попить с семитами у моря. Смотрите, в Ташуджу найти можно многое. Там тут готовят, смотрите, какая печь большая. Здесь есть вкусняшки всякие. Вот есть булочки. А вот я бы взяла бы вот такие к чаю. Они вкусные. Ну, такие взять? 4 штуки, да? Да. Решили мы сесть у моря. Сюда, это взять. Вот такую вкусняшечку купили. вкусняшка, да. А почему? Ладно. С чаечком. В общем, с чаечком, с такой вот вкусняшечкой. Сидим у моря, Смотри. чай пьем. В итоге мы сели вот на такой автобус и едем напрямую домой. На всех нас вышло 200 лир. Ну и то мы как бы не успели обозначить, что мы раньше выходим. Ну что, друзья, у нас настал уже новый день. Вот хотела рассказать, вчера мы в итоге на автобусе-то поехали обратно и заплатили 200 лир. Но так получилось, что система считала до Мерсина проезд, и мужчина сказал: все, говорит, больше не надо ни за кого платить. То есть по карте там платишь, и у нас снялось 200 лир. Даже так, получается, дешевле. Мы доехали прямо до своей улицы, без пересадок. То есть вот для тех, кто здесь живет, я знаю, что отсюда тоже меня смотрят, можете вот по приложению этому ориентироваться. Выходит на этом автобусе дешевле, чем вот так вот с пересадками ездить, да, кто-то тоже в этих районах живет. Вот. Ну а так, сейчас дома. Забрала ребенка со школы, один из детей сейчас. У нас 2 урока всего лишь учится, потому что учительница, вот Алмаза, она куда-то уезжает, 2 урока преподает и уезжает. Она тоже там, у них какая-то тут система необычная в государственных именно школах. Учителя могут на неделю пропадать. Вот у Азалии тоже так же было. У Алмаза вот на этой неделе так, то есть будет учиться по 2 урока только. Сейчас занимается он как раз турецким, вот, самостоятельно. Если какой-то перевод требуется, он подходит, спрашивает, я ему перевожу, объясняю, и он уже дальше делает сам. Вот. Уроками, конечно, занимаемся, стараемся все равно подсказывать, да, что сами понимаем, помогаем. И вечером, когда у меня Руслан с работы приходит,
Вот, я еще дополнительно занимаюсь своей работой. Кому интересно, можете переходить по ссылке. Рассказала быстренько, сделала небольшой ролик для вас. Подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал. На этом буду завершать видеоролик. Пишите свои комментарии. Вот. Всех, как всегда, люблю, всех целую. В скорейшем времени запишу еще один ролик для вас, конечно же. Буду стараться записывать чаще, не буду так надолго пропадать, как в этот раз. Вот. Но у всех бывают отпуски, пусть эта недельная, пусть она будет такая, как будто бы мой отпуск. Так как я уже 3 года, больше 3 лет с вами на этом канале, да, и выпускала видеоролик очень там часто, да, каждый день почти. Поэтому, конечно же, я буду оставаться с вами. Всех люблю, как всегда, всех целую. Всем хорошего настроения. Всем пока.